По предварительной разметке в стене вырезаем отверстие для дымохода. В него устанавливаем противопожарную разделку. Это плита специальной минеральной ваты толщиной 25 сантиметров. Она защитит деревянные конструкции от нагрева. Топка шведская. Ее корпус выполнен из чугуна. Она оснащена уникальной системой подачи воздуха, благодаря которой процесс горения становится равномерным и эффективным. Дымоходная система пройдет снаружи, по фронтону здания. Связано это с тем, что в помещении над гостиной хозяева уже закончили ремонт. Внешний контур труб из стали цвета антрацит хорошо сочетается с внешней отделкой дома. Юр, ну почему все-таки считается, что установить трубу внутри лучше, чем снаружи? Снаружи дымовые трубы остывают, и растопить камин в дальнейшем бывает сложно. Особенно в зимнее время года, да? Да, конечно. И следующий момент связан с тем, что в дымовых трубах при остывании образуется конденсат. Но конденсат – это же, в принципе, вода. Чем он так опасен? В дымовых трубах конденсат – это кислота. И она разъедает дымовые трубы. Они служат меньше. Но мы все эти проблемы решили, установив особенный дымоход. Да, конструкция дымохода предусматривает отвод конденсата. Вот через это отверстие, через это отверстие. Так. Сама внутренняя труба устойчива к кислотам, соответственно, не воздействуют, не разъедают его. Угу. И он утеплен у нас. Да, так, это решит вопрос как раз охлаждения, да, зимой? Да, что зимой не будет быстрее прогреваться внутренняя труба и не так быстро остывать. Угу, отлично. Ну и еще через некоторое время возникнет проблема или, скорее, необходимость прочистить дымоход. Как это будем делать? Традиционный инструмент трубочистов, который веками использовался, сейчас он совершенствует. Вот это агрегат. Да. Это такой ударный инструмент, которым чистится сверху. Можно? Да, секунду, да. Так. Оп! Красота. Я могу быть трубочистом. Ну а наш дымоход, наверное, лучше чистить снизу, да? Да. Удобнее. Существуют гибкие валы, которые можно стыковать между собой. Угу. Да, нужной длины, да? Да, до необходимой длины. На них закрепляются щетки. Но щетки самые разнообразные. Да, для керамических и кирпичных дымовых труб подходят стальные щетки. Так, а для этой? Для нержавеющих труб используют нейлоновые щетки, они не повреждают внутреннюю поверхность металла. Угу. И потом металл не заржавеет. Да, не происходит коррозии. И так до самого верха трубы, да? Да, тут можно сращивать в процессе или в начале чистки. Существуют валы, которые в виде улитки намотаны на бобину. Угу. Вот здесь, наверное, именно такая до 15 метров дымохода можно чистить снизу. У нас порядка 8 метров дымовая труба. Если дымовая труба больше 15 метров, делают еще одну прочесанную дверцу. А чтобы проверить, хорошо ли мы прочистили дымовую трубу, используют зеркальце или специальные эндоскопы.